Здравствуйте, мои дорогие подписчики! Добро пожаловать на наш канал! Не забудьте подписаться на наш канал, чтобы быть в курсе новых видео. Когда Дилан приходит к Берану и спрашивает, с кем ты разговаривал, Беран говорит, что это касается работы, а затем говорит, что нам нужно вернуться сегодня вечером. Когда Дилан спрашивает, почему нам стоит остаться подольше, Беран отвечает, что мне завтра утром нужно заняться работой. Дилан, что такого важного? Это связано с работой, а не с работой. В чем проблема? Когда Джавахир спрашивает, почему он в тюрьме, по какой причине Беран молчит. Дилан спотыкается и говорит: ладно, вечера ждать не надо, я сразу соберусь и вернусь. Когда Беран говорит Дилану, что нам не нужно торопиться, пожалуйста, не расстраивайся, Дилан говорит, что я прав, но это не связано с работой. Пока Ферат грустно сидит в стороне, Гуль приходит к нему и пытается поддержать его и поднять боевой дух. Однако, когда он видит, что Ферат Гуль так расстроен, он говорит: «Мне очень жаль, что я отнял у тебя этот шанс», и Гуль расстраивается еще больше и говорит: «Не говори так». Ферат не позволяет Гулю прикоснуться к нему и уходит, говоря, что было бы лучше, если бы я остался один. Пока Беран работал на компьютере, Дилан подошел к нему и закрыл компьютер, сказав: «Я закончил, давай сегодня сделаем все, что ты хочешь». Дилан говорит, что я приготовил куриное печенье, потому что ты его попросил, теперь твоя очередь. Беран говорит, что Дилан будет запускать воздушного змея так, как он пожелает, погодные условия очень подходящие. Тем временем госпожа Сабиха звонит Дилану и спрашивает, как он. Когда Хасан приходит к Гизиму, служащему дома, и говорит: «Я потерял ключ от комнаты, скажи мне, где запасной ключ, и я возьму его», приходит господин Кудрет и мешает ему. Хасан тут же находит предлог и уходит. Господин Кудрет говорит Гизиму, что ты никому не отдашь запасные ключи, кто бы они ни были, ты придешь и скажешь мне. Дилан расстроена тем, что она узнала о бизнесе с Гэжой Сабихой, и ей нужно подготовить для этого документ. Беран поддерживает Дилана, говоря, что ты приготовишь это, и если Миран проснется, я позабочусь об этом. Господин Харун Кинан разваливается, сказав: «Я не отдам вам свою дочь». Пока он грустно сидит в ресторане, приходит Джевдет. Джевдет, его реакция не на тебя, он переживает за свою дочь, ты не расстроишь Ясмин, но тебе нужно красиво объяснить это дяде Кенину, не волнуйся об этом сразу, он поднимет тебе боевой дух, сказав: «Я расскажу об этом». Баран звонит Гану Кудрету при первой возможности, спрашивает, что случилось, и почти говорит, что тот, кто помог Джавахиру, заплатит за это, а затем они вешают трубку. Господин Кудрет заплатит после выступления. Я долго ждал, был очень терпелив, но на этот раз не прощу его. Хасан обыскивает кухню, чтобы найти ключи, потому что он узнал их от Гизема. Когда он слышит шаги, ему приходится бежать, оставаясь незамеченным. Пока Беран пытается сделать воздушный змей, который обещал Дилану, Дилан оглядывается вокруг, но нигде его не видит, но не может найти. Когда он снова садится перед компьютером, входит Беран, чтобы посмотреть на Мирана. Затем он тайно достал из шкафа какое-то оборудование для воздушного змея, спрятал его и собирался уйти. Дилан спрашивает: «Что ты делаешь, что ты взял оттуда сейчас?» Беран отвергает это как: «Я просто придумал себе работу, это пустяки», и спрашивает: «У вас долгая работа?» Когда Дилан говорит: «Пока все идет хорошо, но я не знаю, когда это закончится», Беран говорит: «Хорошо, просто занимайся своими делами», и идет делать воздушного змея. Мир Ферата потемнел, и когда он говорит Гулю, что подумал об этом и принял решение, Гуль просит его не торопиться с лечением. Когда Ферат говорит: «Нет, дело не в нем», и она просит его рассказать Гулю, Ферат говорит: «Не сейчас, но я хотел сказать тебе, не волнуйся обо мне, все в порядке». «Конечно, Роза будет в пути», — говорит Ферат, «когда мы будем вместе, мы сможем все преодолеть». Когда Беран заканчивает работу над воздушным змеем и приходит к Дилану, Дилан спрашивает его кое-что о его работе, чтобы узнать его мнение. Беран помогает вам, говоря, что вы много работали и должны придерживаться того, что у вас получается лучше всего. Тем временем, когда Миран просыпается, Беран говорит: «Не вставай, у меня есть прекрасный Миран», и Дилан говорит: «Я твой герой». Пока Беран заботится о Миране, Дилан присматривает за ними.
Ясмин стоит перед отцом и со слезами спрашивает, почему он сказал Харуну «нет». Позиция дяди Кинана ясна, и что бы он ни говорил, никто не убедится. Ясмин говорит отцу: «Если бы ты подумал обо мне, ты бы знал, что я очень расстроюсь из-за этого, но очевидно, что мои чувства не имеют никакой ценности в твоих глазах». Она встает от них и в слезах идет в свою комнату. Пока Бэрон пытается приготовить тосты на ужин, Дилан подходит, чтобы помочь ему. Когда Дилан царапает ингредиенты, они вступают в спор с бараном, говоря, что он съел половину ингредиентов. Хасан наконец входит в комнату и, когда не может найти телефон, понимает, что его взял брат. Пока Ясмин запирается в комнате и плачет, к ней подходит мать и поддерживает ее. Ясмин обретает боевой дух и приходит в себя. Пока Дилан и Бэрон едят приготовленный тост, Дилан продолжает работать. Когда я на мгновение запаниковал и сказал, что последнее, что я написал, удалено, Баран вернул его и сказал: «Успокойся». Когда вы спрашиваете, разве все еще не закончилось, Дилан злится и говорит: «Пойдем, если твоя работа настолько важна». Бэрон злится на ее ругань и уходит. Когда Дилан говорит, что я понял, что ты хочешь уйти, поэтому я разозлился, Бэрон говорит, что это не так. Когда Бэрон заходит внутрь, Дилан замечает воздушного змея и злится на себя, а Баран продолжает расхаживать внутри в гневе. Когда Дилан вошел и поцеловал Бэрона, Баран спросил, что это было. Дилан сказал: «Мне не хотелось целовать мужа, у меня осталось всего полчаса». Пожелав Барану удачи, они садятся напротив него, просят его съесть тост и вместе пьют чай. Они вместе летают на воздушных змеях, и оба очень счастливы. Они постоянно смотрят друг на друга и целуются. Джевдет звонит Цеврии и спрашивает, что говорит дядя Кинан. Когда Цеврия говорит, что Ной говорит, но не пророк, Джевдет просит его поговорить со своим дядей, чтобы убедить его. Вечером Бэрон и Дилан возвращаются в особняк. Когда они выходят из машины, господин Ферат и Кудрет приветствуют его и любят Мирана. Бэрон отправляет Дилана в комнату со словами: «Позволь мне поговорить с моим отцом и вернуться позже». Господин Ферат и Кудрет говорят, что любой, кто поможет Джавахиру, будет обречен. Пока Дилан укладывает Мирана спать, к ним приходит Гуль и гладит Мирана. Когда Дилан спрашивает, разговаривала ли она с Фератом, Гуль отвечает, что мы разговаривали, но она узнала об этом без моего ведома, врач прислал ей это, она не злилась на меня, но стала замкнутой. Он пришел сегодня и сказал: «Не волнуйся, со мной все в порядке, а что скажет Дилан? Это лечение или что-то в этом роде?» Гуль, наверное, знает, что я не откажусь от нее, несмотря ни на что, говорит что угодно: «Отдыхай, о деталях отпуска поговорим позже». Цеврия спорит с дядей Кинаном, чтобы избавиться от его предубеждений. На самом деле, дело не в том, что ты не любишь Харуна, ты не отдашь ее Харуну, даже если он ругается, потому что ты не хочешь, чтобы он женился на тебе, ты хочешь, чтобы он был здесь несчастен и вернулся в Германию. Ты не знаешь, какой Харун хороший человек, да ладно, ты нам не веришь, пойди спроси у соседей, спроси у лавочников, насколько он хороший. Здесь важно счастье двух молодых людей, ты не можешь. Просто игнорируйте эту проблему и злитесь. Пока Гуль собирается ложиться спать, приходит Ферат и говорит, что бараны приехали. Говоря о том, как заметно отсутствие Мирана, как будто он вырос, он вдруг говорит Гулю: «Я очень тебя люблю». Роуз удивляется, когда тема внезапно меняется, и говорит, что я тоже тебя люблю. Когда Ферат затем говорит: «Ты заслуживаешь испытать такие чувства, как Дилан, так что ты знаешь, что нам нужно делать», Гуль очень расстраивается и начинает плакать, говоря: «Я не верю, что мы говорим об этих проблемах». Ферат Гуль выходит из комнаты, говоря: «Я хочу уйти, и мое решение окончательное». Когда Дилану не нравится суета его работы, Бэрон спрашивает: «Вам что-то не нравится, мисс Дилан?» Когда Дилан спрашивает, что мне делать, если мой характер иссяк. Когда Бэрон говорит: «Я заставил тебя полюбить тебя», Бэрон отвечает, что ты имеешь в виду, говоря, что я тебе просто понравился. Когда Бэрон надавил на него и попросил посмотреть мне в глаза и сказать мне, Дилан сказал: «Я не могу насытиться, глядя в твои глаза сейчас, я не могу насытиться, глядя в твои глаза и говоря, как много я дал. Ты точка».
Берен хватает ее за лицо, целует и говорит, что я не могу насытиться поцелуями. Утром Берен будет Дилан, гладя ее по волосам. Дилан говорит, что я кормила его грудью всю ночь и почти уснула. Дилан желает ей доброго утра, когда она встает, а Баран желает ей доброго утра, свет моих глаз, я пойду в кабинет, а потом уйду. Дилан спрашивает, думаю, мне не о чем беспокоиться об этой важной работе, верно? Берен выходит из комнаты, говоря «нет». Когда господин Хасан Кудрет приходит к нему и просит, «Брат, дай мне мой телефон», он говорит, что господин Кудрет уже почти на месте. Когда Хасан встает и говорит, «Мы почти у цели, Курет ага», Кудрет бей говорит, «Почти пора тебя задушить и наказать». В тот момент, когда госпожа Азади кричит на Кудрета и злится, спрашивая, не вгрызлись ли вы, два брата, снова друг другу в глотку, господин Кудрет уходит. Когда госпожа Азади обвиняет Хасана, что ты сделал, он злится и говорит, я снова виноват, хватит. Тогда Хасан понимает, что ему придется бежать, если он узнает все по телефону. Но он думает про себя, что ему нужно много денег, чтобы поехать. Вы можете поделиться своим ценным мнением в разделе комментариев. Не забудьте подписаться и включить уведомления, чтобы видеть больше видео. Увидимся в следующем видео. Береги себя. До свидания.